Приветствую вас. Сейчас поздняя осень, начало ноября, но, как вы видите, снега еще нет. Я решил отправиться в лес, в поля, немножко побыть на природе. Попробую сейчас поищу знакомых, которые остановились где-то на берегу реки Лух, на границе Нижегородской и Владимирской области. Если их найду, то остановлюсь у них, заночую у них. Если не найду, посмотрим, может быть, найду какую-то свою стоянку. К сожалению, утром не получилось выехать, было много дел. И только сейчас, уже вечером, когда стемнело, я поехал в лес. Только сейчас я выехал из города, так что буду искать по темноте. Как вы видите, своих знакомых я вчера все-таки нашел. Съехав с асфальта, пришлось проехать порядка 15-20 километров по лесу. И сейчас я опять на берегу реки Лух, на которой я и был летом, но на стоянке на другой, на которой обычно я летом не стою, на которой обычно не бываю. Приехал я сюда вечером, проехал много разной грязи в лесу, но нигде не застрял. Правда, приходилось выйти из машины и, так сказать, проверить, где лучше проехать, где меньше глубина и так далее. Но обошлось все. Ехал я один, поэтому застрять, засесть мне никак нельзя было. Никто бы меня не вытащил, если только дойти до моих знакомых и попросить их вытащить. Но куда идти я пока не знал, пока ехал, поэтому ехал аккуратно. Здесь в лесу уже до моего приезда образовался целый палаточный лагерь. Ноябрьский, так скажем, палаточный лагерь. Достаточно много людей и машин, и было удобно и приятно приехать в уже подготовленную стоянку, уже есть костер, уже есть еда. Это просто прекрасно после долгой дороги. Даже есть баня на берегу речки, можно погреться и выскочить, занырнуть в воду. Ночевал я вот в этой палатке. Приехал я сюда один, соответственно, и в палатке был один. Честно говоря, даже было жарко, палатка с печкой. Топим эти печки брикетами прессованными, древесными. И они горят очень-очень долго, практически можно всю ночь не подбрасывать, не вставать, не просыпаться из-за этого. Но очень-очень жарко. Я даже ночью ее проветривал, открывал входную дверку. Честно говоря, палатка эта предназначена для того, чтобы зимой в ней ночевать. Она двухслойная, с печкой, очень теплая. И сейчас в ноябре, когда температура около нуля, плюс-минус, в этой палатке просто жарко. Я, в принципе, был готов ночевать в обычной неотапливаемой палатке. Она у меня даже с собой есть, в машине, в багажнике лежит. И спальник у меня двойной, теплый достаточно. И я использовал только одну половину от этого спальника, потому что иначе было бы совсем жарко. И так-то было жарко. И, конечно, этот выезд у меня не обошелся без радиосвязи. У меня с собой трансивер Discovery TX500. Очень удобный именно для походных условий. Трансивер очень экономичный, что самое главное. Аккумулятор потребляет очень мало, 100 мА в дежурном режиме. Поэтому можно слушать эфир постоянно. Принято. Здесь радиостанция кодом 9780 канальная. Мощность около 100 Вт. Инвертор TVI 4080 одним кабелем, высота подвеса 5-6 метров на деревенском участке. Да, принято. Громко вас слышно, до 9 баллов сейчас сигнал выходил. Слышно Роджер Бип кадановский. Прекрасно опознается. Непонятно было только какой модели.
Поймал? Не, я не поймал, у меня МТС. МТСа нету. Да. Слушай, наверное, это все-таки на бараке. Да, Алексей, все верно. К снегу G90, МЦ антенна, резонирующая на 5 диапазонах. Расположился я, если можно вкратце, опишу свою дислокацию на вершине довольно высокого холма, доминирующего над окружающей местностью. В просветы леса наблюдаю вот на горизонте Жигулевские горы. От Волги километрах в 3 я где-то нахожусь. Ну, хотя от города недалеко, до ближайших построек, приблизительно километра 2. Вот, так что я не такой путешественник, как вы. У меня короткая вылазка в лес, буквально на несколько часов, подышать свежим воздухом и насладиться чистым эфиром. Алексей, рад очередной встрече. Слышу с переменным успехом, но тем не менее принимаю великолепную информацию всю. От 4 баллов до 8, от 4 до 8, вот такие глубокие фитинги. Но тем не менее на всех уровнях информация считается почти вся. Вот, напомню, мое имя Виталий, и скретч мой Торрес. Здесь 1 Вт. Алексей, прием. Да, Виталий, Торрес, все принято. Прекрасно ваш 1 Вт слышно. Даже не верите, что это 1 Вт, я думал, Вт 10 хотя бы. Тоже фидингует очень сильный сигнал, тоже от 4 баллов и выше, ну, по-разному бывает, до 7, до 8 доходит иногда. Помехи отсутствуют, осенью гроз тоже нет, грозовых разрядов нет, поэтому вас прекрасно слышно даже в момент минимального уровня во время фидингов. Прием. Так, Алексей, станция ушла станция практически полностью. Вот конец передачи я уже не принял. Встречный нельзя сверлить, потому что будет быстро сгорать. Нужно с противоположной. То есть заходим где-то вот, наверное, вот тут. Да, вот тут вот примерно. Но опять же, смотри, что делаем. Переворачиваем. Ну, принято, да. Ну, у меня ЕСУ 857, диппель 40 на 20, 40 диппель. Вот, и 20, где-то 18 метров над землей прием. Ну высоко он у вас, вон как расположен, да, понятно. Но у меня совсем низенько тут в лесу рядом с палаточкой. Не было, так сказать, ни времени, ни желания закидывать куда-то высоко, так на первый попавший сучок повесил. И вроде нормально работает. Да, Алексей, день добрый, меня Кирилл зовут. Я вас рапортом 59+5 принимаю. Кирилл, город Тула, Косая гора. В данный момент питание от аккумулятора, трансивер CE917 Pro и 5 Вт на выходе, антенна диполитового диапазона. Самодельный, питающий от аккумулятора самодельного на 10 ампер часов. Вот такие вот дела. Да-да, Алексей, здравствуйте. 5-8, Сергей, город Сердобск, прием. Да, Сергей, город Сердобск. Очень громкая модуляция, звонкая такая, прям грохочете тут на всю частоту и у меня на всю поляну в лесу. Вот, громко, хорошо слышно. Вопросов нет, если что-то есть, слушаю, прием. Да-да, все принято. Спасибо, что ответили. Здоровья. Здесь 15 Вт, симметричный диппель. Вот, высота всего 10 метров, прием. В ноябре редко бываю здесь на Лухе, но, честно говоря, здесь ничем не хуже, чем летом. Конечно, не позагораешь на солнышке, не погреешься, но также очень хорошо, очень тихо. Никто не мешает, даже не мешают еще больше, чем летом. Летом хоть кто-нибудь да по воде пройдет, кто-нибудь да приедет. А сейчас вообще полное отстранение от города и единение с природой. Не считая, конечно, нашу небольшую компанию.